Тема занятия 12. Пересечение экранных поверхностей. Условия задачи. Дана пирамида, две ее проекции. Дана пирамида не просто, а даны ее размеры, поэтому все строится по размерам. Дана секущая плоскость. Пирамиду пересекает треугольная призма. Особенность такая, что на горизонтальной проекции нет здесь отверстия, которое образует призма. Поэтому это отверстие нужно достроить. Это будет первый этап. Для этого я сначала обозначил отверстие, которое образует призма. Ее крайние точки обозначил цифрами. Вот это проекция точки 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. Для построения нам необходимо воспользоваться методом секущих плоскостей. В чем он заключается? В том, что проведем здесь секущую плоскость вот так, чтобы она проходила по верхнему краю призмы. Это одна плоскость. И вторая по нижнему краю призмы. Вторая. И теперь давайте подумаем. Вот эта верхняя плоскость секущая рассечет пирамиду. И когда мы будем смотреть сверху, что мы будем видеть? Будем видеть четырехугольник. А какого размера? Да, вот такого. Отсюда, если мы проведем из точки, которая на ребре, вертикально вниз линию связи, то мы здесь дальше будем видеть что? Будем видеть четырехугольник. Да? Вот 45 градусов, 45. Дальше 135. И вот здесь закончим. Где будут находиться наши точки? 1, 2, 2, 2, 3, 2. Вот на этом четырехугольнике. Аналогично, давайте сразу построим четырехугольник, образуемый плоскостью секущей второй. Для этого проведем линию связи вниз и точно так же построим. Сюда 45 градусов и сюда построим 45 градусов. Этого будет у нас достаточно. Да? Так, это не 45. Построим 45, чтобы было вот так. И теперь давайте обозначим точки, которые у нас получились. Точка, давайте рассуждать. Точка 1, 2, где будет находиться? Вот здесь, да, на этом четырехугольнике. Поэтому проводим линию связи вот отсюда вниз до пересечения. Раз. И где это будет точка? 1, 2. Значит, очевидно, их будет две. Вот точка 1 и точка противоположная вторая. Дальше проведем линию связи вот здесь. Но она будет проходить ровно по оси. И где это будет точка наша находиться? Вот здесь. Раз. И вторая точка будет находиться вот здесь. Есть. Дальше проведем линию связи вот из точки 3 вниз. Под углом 90 градусов. И найдем положение точки 3. Где она будет? Ну, очевидно, что она будет у нас находиться вот здесь. Да, одна точка. И вторая будет находиться вот здесь. Есть. Теперь вторая точка не получилась. Давайте сделаем 1. Вот так. Теперь давайте найдем положение точки 4. Она будет находиться, соответственно, где? На вот этом четырехугольнике. И где будет? Вот в этом месте находиться. 1. И здесь точно так же. Теперь осталось нам что? Построить само непосредственно отверстие. Ну, давайте ее построим. Как оно будет идти у нас? От точки 2 к 1, к 4, к 3. Вот так и будем строить. Точка первая 2, с которой мы начинали. Это вот эта точка. Потом
сюда, сюда, сюда и назад. Дальше, ну, здесь этот кусочек надо освободить. Вот так, да, здесь пусто должно быть. Теперь точно так же сделаем здесь внизу. Соединим точки. И то же самое освободим здесь место. Вот так. Все, что необходимо было сделать для построения отверстия самого, мы сделали. Линии связи они нам сейчас уже не нужны. Поэтому эти линии связи я уберу. Все готово. Ну, теперь нам осталось построить здесь вторую проекцию на плоскости P3. Но сразу я обозначу здесь точки, которые принадлежат сечению. Да, сечению. Эти точки я обозначил буквами. Да, буквами. И давайте мы их сразу обозначим, да, чтобы они были у нас здесь. Чтобы потом не возвращаться снова. Значит, так, сделаем тонким. Вот эта точка, принадлежащая сечению. Раз. Потом, вот смотрите, лежит здесь на отверстии. Потом точка лежит, она прямо здесь совпадает. И вот точка еще одна лежит вот здесь. Найдем эти точки. Первая точка у нас будет, вот она здесь находится. Раз. Вторая точка лежит на ребре, да, который идет от 1 к 2. То есть она лежит вот здесь. Следующая точка лежит вот тут же, да, или должна лежать вот на этом ребре. Дальше, ну, точка здесь С, она совпадает с точкой 2. И дальше точка D, она должна лежать вот здесь. Давайте я сразу подпишу, для того, чтобы мы потом четко знали, где находятся наши точки. Вот эта точка будет проекция 1. Так, это будет B проекция 1, B проекция 1. И вот это будет тоже B проекция 1. Ну и это у нас будет D проекция 1. Да. Вот такие точки. Но сразу давайте мы сделаем следующее. Мы это сечение обозначим здесь, а потом все будем строить на профильном виде. Где будет идти наше сечение? Давайте будем думать его и отображать. Ну, наверное, тоже давайте линии построения уберем, чтобы они нам не загромождали чертеж. И чтобы было хорошо понятно. Значит, возьму вот даже такой толстый красный. И смотрим. От А идет к точке, лежащей на Б. Вот она. Да? Значит, наше сечение выглядит так. Потом сюда. Потом ко второй точке и возвращается обратно. Вот это первая часть сечения. Здесь промежуток. Дальше вторая часть сечения, соответственно. Ну, у нас так попало, что она попадает куда? Вот сюда, в эту точку. С. И от нее идет на D. На D. Ну, давайте это мы заштрихуем, чтобы это было красиво. Заштриховать мы должны что? Вот этот кусочек, этот. Ну и этот вообще-то тоже, да? Кусочек. Раз. И второе, что мы должны заштриховать, это вот этот кусочек. Ну, вот так. Вот все. Да, получилось. У нас и сечение здесь есть, и непосредственно есть
само отверстие. Теперь я сделаю следующее. Я скопирую вот этот объект и выбрал точку и перенес. Теперь я этот объект поверну относительно этой точки на угол 90 градусов. Вот что у меня получилось. Так, теперь проведем. Ну, линия связи здесь, она у нас потерялась по дороге, поэтому мы ее восстановим и назначим это осью. Есть. Так, а теперь осталось нам провести линии связи. Значит, сначала проведем по частям. Сначала построим сам контур. Да, контур. Проведем сначала вертикальные линии связи. То есть мы сначала строим только контур. Да? Ну, тут у нас линия есть. Да? Раз. И дальше проведем линии горизонтальные. Горизонтальные это будет здесь и здесь. Так, и еще нам не хватает линий вертикальных. Это у нас заканчивается верхушка где здесь и здесь. Все, теперь мы можем это построить. Я специально строю по частям, да, для того, чтобы удобнее было и нагляднее видно то, что мы строим. Так, так, так и так. Ну и здесь у нас есть еще что? Ребро. Ребро, вот оно. Все. Теперь удаляем то, что нам не нужно. То есть, что вот эти линии связи, да, они нам уже не нужны. Удаляем. Ну и эти линии связи тоже не нужны. Так, я думаю, будет нагляднее видно. Теперь построим само непосредственно отверстие. Для этого опять же проводим линии связи горизонтальные. Ну, для отверстия это вот раз линия и два. И проводим линии связи вертикальные. Так, для отверстия нас интересует что? Вот эта точка, да, раз, вот эта точка. Дальше, так, вот это и вот эта точка, да, отверстие наше. И вот это. Ну и точно так же здесь одна точка, потом вторая точка и третья точка. Так, теперь это мы изображаем, то, что получилось, отверстие. Значит, отверстие у нас должно идти, начинаться вот здесь, идти до точки вот этой, и дальше возвращаться, у нас вот в эту точку. Точно так же будет и с другой стороны, отсюда, сюда и сюда. Так, значит, линии связи, которые мы построили, они нам больше уже не нужны. Эти линии связи тоже не нужны. Так, теперь обратите внимание, что вот здесь мы должны сделать разрыв. Здесь, так, мы должны разорвать вот эту линию и удалить кусочек. Вот здесь и второй вот здесь. Так, вот это я подвину вот таким вот образом. Есть. И с противоположной стороны точно так же, да. Здесь и здесь. Ну и здесь подвину кусочки, чтобы было все правильно. И вот этот кусочек тоже подвину, чтобы все сходилось красиво. Так, ну а теперь у нас вид готов.
теперь осталось еще построить само сечение. Да, сечение. Для этого опять же проведем линии связи для сечения горизонтальные и вертикальные. Сначала горизонтальные. Значит, сечение у нас, видите, вот здесь проходит и вот здесь. Это нижняя часть, верхняя часть вот здесь и вот здесь. Теперь проведем линии связи вертикальные. Так, для сечения. Начало сечения наше будет, ну, оно будет вот здесь начинаться, да? Будет начинаться, оно будет вот тут находиться. Да, и что нас еще тут интересует в этом сечении? Ну, собственно говоря, все у нас тут есть, да? Так, вот оно, да, окончание сечения. Раз, и вот здесь окончание сечения 2. Так, ну теперь осталось что? Построить непосредственно это сечение. Построить это сечение. Ну и давайте посмотрим, да, где оно будет идти. Здесь вот точка, вот это сечение, оно находится вот здесь. Дальше вторая точка должна находиться, так, основной мы сделаем красным, да, сейчас построим. Вот на сечении здесь, и попадать должно оно вообще вот сюда, на эту линию, да. Ну, видите, мы тут немножко, может быть, даже где-то что-то промахнулись. Сюда и сюда, да. Вот все наше сечение. А дальше здесь вверху точка, вот она находится, да. И попадать она должно куда? Да, получается, попадать вот эта верхняя часть вот сюда, по этой линии, да. Эта линия у нас идет вот сюда, сюда и сюда. Все. Теперь что? Заштрихуем получившееся сечение, чтобы оно наглядно было видно. Так, так. И эти маленькие кусочки. Ну, у нас принято было обозначать ту часть, которая находится, вот ту часть, которая находится за осью. То есть это вот эта часть. Вот она, та половинка, да, которая дальше находится. Обозначать ее пунктирной линией. Значит, мы так и сделаем. Да, обозначим. Это пунктирной линией. Все, теперь удаляем вот эти лишние оси и построение. Удаляем здесь вот этот вспомогательный вид. Это удаляем, это. И эту сократим. Вот так. Теперь осталось построить натуральную величину сечения. Для этой цели копируем точку, начало, конец. Так, опять точку С, точку D. Копируем и переносим параллельно. Переносим сюда. И затем горизонтальное расстояние измеряем здесь. Значит, эта точка у нас А. Вот нам надо вот два размера измерить. Значит, первый это будет у нас размер от оси до точки Б. Это вот этот размер. 16 миллиметров. Значит, строим здесь отрезок перпендикулярно. Вот сюда перпендикулярно, но длиной 16 миллиметров. Построили. Переносим этот отрезок. Вот сюда, в эту точку. И этот отрезок мы еще копируем с обратной стороны. Это первый размер.
И второй размер, что мы должны померить, это вот это расстояние, да? То же самое, меряем размер параллельный отсюда до сюда, до этой точки. Вот сюда 28 миллиметров. Строим отрезок перпендикулярный и длиной 28 миллиметров. Построили. Теперь его перенесем вот в эту точку, центр. И теперь его еще скопируем. Вот так. Теперь соединяем. Раз. Два. Соединяем. И штрихуем. Все, задача решена в полном объеме.